Господа, кредитная карта Тинькофф Platinum – это не только возможность купить сейчас то, что вам очень нужно, но денег на это не хватает, но также возможность и совершать покупки выгодно. Так, например, сейчас, оформив кредитную карту Тинькофф Platinum, ты сможешь получить кэшбэк 30%, причем не бонусами, а рублями на маркетплейсах. Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет, Озон, Алиэкспресс и еще очень много других. Все, что нужно сделать для того, чтобы получить кэшбэк 30%, это просто совершать покупки при помощи кредитной карты Тинькофф Platinum. И сделать это нужно в течение 30 дней после активации самой карты. К примеру, вы заходите на Яндекс.Маркет и покупаете там товар на сумму 4500 рублей. Кэшбэк при этом на карту вам вернется 1350 рублей. Настоящими деньгами. Кредитный лимит составляет до 1 миллиона рублей, переводы бесплатно до 50 тысяч рублей без подписки и до 100 тысяч рублей в месяц на карты любых банков с подпиской Тинькофф Про. Вы сможете даже перевести деньги себе на свою собственную дебетовую карту и снять их как наличные в банкомате. Существует также рассрочка до 12 месяцев на любые покупки. Просто заходите в приложение Тинькофф, выбираете недавно оплаченные покупки от 1000 рублей и подключаете рассрочку. Переходите по ссылочке в описании и оформляйте кредитную карту Тинькофф Platinum с кэшбэком 30% рублями на маркетплейсах. Господа, добро пожаловать на 3-й стейдж помоечки. Возможно, это даже будет не одна серия, не факт, что мы сегодня поедем, потому что, как вы поняли, мы идем на максимум. Мировой рекорд 100 км в час – ничто. Да без разницы, хоть 102, честно прямо. Кладем на все рекорды. И у нас приехал при помощи Вячеслава Крючкова, он же Слава Продвижения, хорошо знакомый вам ваш любимый блогер, у которого уже долгое время лежали 2 самоката, один в состоянии таком, как вы видите, слева, втором, как ближе ко мне. И, собственно, это отличные самокаты, я сказал. Картинги, да, это отличные были картинги, они были уже электрическими по своей природе, у них уже реечное рулевое. Уже есть педали, шмедали, все дела. Уже сзади задний мост с дифференциалом, обратите внимание. На ременной передаче моторов нет и не надо. Есть замшелый, в прямом смысле этого слова, кокпит. Катится. Каракатится. Сейчас куда-то поедет. Короче, ну, в общем, готовь трос, сейчас помчим. А что трос-то? Мы его и так докидаем. Садитесь кто-нибудь, я потолкаю. Я просто садиться не буду. Все. Сейчас, пока вы трос ищете, мы уже поехали. Мы едем на мойку, ребята. Мы едем готовить этого демона к выезду. А трос далеко нет, у меня самокат здесь. О, думаешь, утянет? Братан, это же Neoline. Ты что? Ты что шепчешь? Тормозов нет, даже у самоката, так что не переживайте. Все будет качественно. Самое главное просто разогнаться. О, пошла тяга. Но это все равно быстрее, чем толкать самому. Сейчас под горочку пойдет. Но 6 километров в час. Хотя бы не сами толкаем. Почти. Тормоза нам не нужны. Привет, девчата. Это те самые ребята, с которыми лучше не дружить. Давай, КамАЗ! Блядь, давай. Мы тянем, нормально. Мы сразу врываемся. Нет, там очередь. Давай паркуемся сбоку. Для ускорения видео быстренько рассказываю вам потому, что произошло, то, что мы не снимали, потому что все вы ждете разгон, как и мы, честно говоря, но пока не знаем, как это будет происходить. Александр тут очень много дел навертел.
Если из простого, у нас тормоза переехали с задней оси на переднюю. Вот они у нас спереди есть, эти тормоза. Какая из них педаль была? Вот эта педаль, это тормоза. Вот они передние, они появились. И по стоку их в картинге не было. И не то, чтобы мы прям картингисты, мы в этом ничего не понимаем, но говорят, что по стоку это нормально, когда в карте тормоза только сзади. Соответственно, педали-то у нас всего две. Одна газ, другая тормоз. Куда разместить тормоза, чтобы они сразу на все тормозили? Гидроцилиндр — это все не наш подход. Поэтому делается как? У нас передние тормоза будут с педалью, задние также с педалью, но рекуперацией. Однако сзади также оставлены тормозные машинки и заведены они на гидропалочку. Ребята, зима не за горами, поэтому нужно об этом думать уже сегодня. Таким образом, на задней оси у нас будет даже два типа тормозов. Первый — это сам электродвигатель и рекуперация. Второй — это тормозные диски и машинки. И спереди только тормоза на педали. Но в любом случае при активации педали на тормоз, когда нажимаете, у вас будут тормозить все 4 колеса. Нужно будет откалибровать усилия рекуперации отрегулировать и так далее. Посмотрим, как это все будет работать. Понятия, честно говоря, не имеем. В аварийной ситуации, мало ли у вас отъехали аккумуляторы, соответственно, рекуперации двигателя у вас больше нет. Зажимаете ногу и эту штуку, и тогда тормозите уже механическим образом всеми 4 колесами. Сюда осталось поставить приборку, она там лежит, пришла в комплекте. И как вы поняли из заставки с аккумуляторами, Александр собрал из всего этого некий могучий чемоданчик. 6 киловатт-часов, ты же говорил, да, получилось? Этого немного, 6 киловатт-часов на 4-киловаттном двигателе, который значится как 4-киловаттный по факту, да, 8, но въехал как 4-киловаттный, наверное. Не, этот 8 киловатт. Ты в лоб покупал прям в этот раз. Но такой же есть на 4 киловатта. Ну, в 2 раза меньше, он в 2 раза слабее. А, то есть все-таки. Ну. 4-киловаттный выдает 30 киловатт. Да. А 8-киловаттный, боюсь представить, сколько выдает. Ну, пиковое непонятно какое. Да, 50, да. я хочу 50. В общем, если вкратце, 6 ампер-часов на 8-киловаттный, в номинале 8-киловаттный двигатель, естественно, мало. Но, как вы знаете, мы живем только заездами, поэтому нам нужен на 1, на 2, на 3, на самом деле, наверное, даже 10 заездов это таком выдержит, если не больше. Ну, может, даже 15 заездов. Дальше он пойдет заряжаться, потому что начнет падать эффективность батареи, скорее всего. Мы будем просаживаться в параметрах. И за всем этим, наконец-то, приехал тот самый замечательный, как я и говорил, 8-киловаттный в номинале двигатель, в пике, который может развивать даже и за 40 плюс киловатт. На 1С заехать, наверное, не сможем, но попробовать, ну что-то, в общем, с чем-то подсравнить, как-то, да, и сделать. В комплекте же с электродвигателем, естественно, приезжает электронный блок управления. Это все вот так выглядит. Это все китом. От него же педаль. От него же, собственно, приборная панель, которая будет стоять где-то, вероятно, здесь. И от него же переключение режимов работы двигателя. Вперед, назад и нейтраль даже присутствует. Есть и замок зажигания, само собой. И все остальное. И даже некие звездочки в комплекте шли, которые нам, впрочем, никак не подойдут, потому что редукцию еще нужно толком посчитать, но наша задача поехать, так сказать, быстро, поэтому нам понадобится в идеале сюда максимально, минимально, вернее, возможная звезда, чтобы она влезла вместо вот этой гребенки. А мотор, как и предполагалось, будет стоять примерно здесь. Ребята, 11 800 оборотов. Убежал. Это стремновато, если честно. Если вкратце, ну, в общем-то, вот моя педаль газа, вот двигатель, на котором уже звездочка. Двигатель при этом воздушного охлаждения, он без водянки, так что будем верить в лучшее. Батареи у нас также без водянки, как вы видите, они просто самоохлаждающиеся, поэтому длительные нагрузки и этому в целом противопоказаны. Благо масса небольшая. Здесь предстоит срезать, наверное, все лишнее еще. Рулевка также уже изменена, поскольку поменялся вылет колеса. Колесо из-за тормоза двинулось сюда. Поэтому на вывороте оно задевало раму, поэтому рама теперь немножко подпиленная, видоизменена. Впрочем, она будет меняться еще очень много и очень сильно. Как вы понимаете, наша задача проверить возможности самой силовой установки пауэртрейна и шасси, которая уже позже будет залетать в помоечку. Так что дело осталось за малым. Чертежи, проектирование, звезда, сварка, крепление двигателя, коммутация проводки, установка приборки из простого, педаль газа вот сюда. Надо будет заклепать вот на это самое место. Причем ход педали здесь явно не тот, который там, но это все уже, грубо говоря, решается. И по ходу близится выезд. Погода пока что благоволит. Ждем.
этом моменте с помоечкой мы неожиданно прибегаем к помощи тяжелой артиллерии. Иван Жагер гараж, господа. Вот наш дифференциал, который стоит у нас посреди заднего моста. В нем... Действительно, почему я сел в нем действительно есть дифференциал. Дифференциал у нас самый простой. Вот она, одна ось, два сателлита, собственно, звездочки, вот это все крутится. Вот вековая смазка, вот с каким-то там полиэтиленом зажеванным внутри, и которая, это, видимо, герметоз, который слезает отсюда. Плюс там горы песка. То есть изначально мне показалось, что он как будто бы... Это хоть песок? Это не песок, это сама смазка так закомковалась, интересно. То есть очень старая смазка, в общем, ее надо просто перенабить, помыть, и тогда все будет, наверное, хорошо. Потому что так просто ощущение, что есть какой-то преднатяг. Там настолько уже густая смазка внутри, что он как будто работает с преднатягом. Хотя, конечно же, нет, он просто свободный. К нему вытачивается звездочка, чтобы осуществить нашу саморедукцию. И она будет при помощи тут еще кое-чего соединяться непосредственно с самим корпусом дифференциала. Ну а вторая звездочка, которая будет маленькая, у нас, соответственно, будет на моторе. За счет разницы количества зубов в большой и маленькой звездочке будет осуществляться передатка. Передатка у нас получается 2 к 1, да, получается 13 на 26. Да. Эта звездочка у нас была, собственно, в комплекте с мотором, а это вытащено. Все делается самое простое, сталь 3, без какого-либо расчета на ресурс, потому что помоечка — это вещь такая эмоциональная, эмоция сейчас пройдет, а потом, потому что двигатель и весь этот кит, который толкает вот, и картинг сейчас, и позже помоечку, он поступит в продажу, потому что очень много людей на электромотоциклах, кто хочет себе больше мощности, а эта мощность прямо у нас сейчас есть. Потому что только мотор вместе в сборе с аккумуляторами вышел в 220 или 230 тысяч рублей. И это все может послужить в том числе кому-то еще. Следовательно, цепь такая, что, блин, провернет даже УЗ на этих звездочках, если надо будет. Но что вы делаете? Лучше так, чем никак. Все-таки моменты у нас побольше. Сейчас Иван все это дотачивает, и мы возвращаемся обратно в скрю. Картинг вообще мне заходит по ощущениям, кстати, потому что сидишь низко, и скорость, блин, 50 чувствуется как 500, просто нереально. Но проблема в том, что на картинге по дорогому общего пользования ты ни в каком раскладе не поездишь, как, соответственно, и на помоечке. Ну, потому что на каждый день это не то средство. На каждый день нужно покупать машины. А огромный выбор машин на каждый день, как вы знаете, правильно, на дроме. Там действительно огромный выбор автомобилей под любые задачи и за любые деньги. Также на дроме масса полезных фишечек, которые сходу помогут вам выбрать именно ваш автомобиль мечты. Например, там есть оценка стоимости, которая сразу дает вам понять, насколько выгодно данное конкретное предложение. Но даже если конкретно нужного вам автомобиля нет, или он есть, допустим, но слишком дорого, есть офигенная тема — это подписки на интересующий вас автомобиль. Составляете критерии, сохраняете их, и когда под эти критерии нужный автомобиль появится в продаже, вам придет уведомление. Так что за машиной иди на дром, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Господа, приветствую всех, кто тоже пролюбил сезон и теперь пытается в ноль в около гололед вскочить все-таки в последний вагон. В этот раз у нас слишком много неизвестных. Мы слишком не понимаем, как это будет себя вести, да хоть на какой скорости, потому что все картинги обычно считаются на 50-60 км в час. В нашем случае сегодня будет чуть больше. Поэтому в очередной раз всех вас призываю, если вы делаете что-то подобное, делайте это так же, как и мы, на закрытых специальных территориях. Сегодня к нам были благосклонны господа с Игора Драйв. Мы честно напросились, нам честно разрешили, позволили, так сказать, и мы тут немножко подзаняли стартовую прямую, на которой мы сегодня сможем разгоняться, учитывая в этом формате, наверное, до ограничителя. Еще ничего не понятно. Непонятно, какая скорость. Напомню вам, что мировой рекорд для в целом мусорного бака составляет 101 км в час, поэтому нам сегодня нужно преодолеть, ну, допустим, 102 км в час. И мы уже будем знать, что в формате помоечки это тоже куда-то поедет. Ну, хотя, безусловно, хочется некий запас. В нашем распоряжении сколько метров, не подскажете прямика? 400 метров.
Этого достаточно для нашей мощности, точно, спасибо. И плюс там можно в конце тормозиться, там он специальный гравий, то есть если что-то пойдет даже фу не так, мы в максимальной безопасности, к чему я вас всех еще раз и призываю. Поэтому сегодня у нас не будет ограничения в голове, я иду в полной защите, даже в снегоходном таком панцире, в снегоходном шлеме, в снегоходном же костюме, там еще турмуха, все дела. У нас есть специальная дуга над головой на случай, мало ли, что. Опять же, у нас есть ремень, то есть все в этот раз максимально продумано, чтобы чего не было. Конструкция собиралась заново, и если мы сравниваем с обычными картингами, ничего похожего в картингах в целом вы не увидите. У нас есть дифференциал, у нас рулевое на рейке, у нас 4 тормоза на все колеса. Причем передние колеса у нас тормозят суппортами от педали, задние колеса у нас тормозят рекуперацией, и при необходимости к рекуперации добавляется гидропалка. Сейчас были первые тестовые заезды у меня. В целом все нормально. На торможении немного ведет вправо, но у нас огромная широченная полоса. Если просто держаться посередине, то в принципе и тормозить заранее, а у нас сегодня нет цели тормозить в последний момент, то все должно быть хорошо. Очень интересно, как это себя все поведет. Немножечко непонятно. Толком у нас нету, у нас есть какие-то показания с каких-то там сайтов типа AliExpress, но мы серьезно даже не знаем, какая здесь примерно мощность. То есть есть некие цифры, на которые мы ориентируемся в сочетании там вольтажа, крутящего момента и прочее, но называть, наверное, это все бессмысленно, потому что это ориентировочно. Никакого результата со стенда или откуда-то прям проверенной информации нет. Это просто все должно быть мощное. Аккумулятора у нас хватит с вами сегодня, наверное, на 10 заездов, так что попыток в целом немного, будем их пробовать разные, есть телеметрия разная, будем пытаться. В общем, я даже понятия не имею, о каких цифрах мы сегодня говорим. Как в плане разгона до 100, так в плане и максимальной скорости. Квотер нас, напомню, с вами не интересует сегодня абсолютно, это картинг. Я в ютубе встречал несколько видосов, где подобного рода картинги называются гиперкарт. Знаете, как у автомобиля есть гиперкарт, так вот у нас сегодня с вами гиперкарт. И для такого рода картингов, то есть гиперкарт, вроде как означается, что если картинг может ехать 70 миль в час, это 112 километров в час. Там стоит Александр из крю, стоит Ярослав, они какие-то цифры уже знают, но мне их специально не говорили. И даже сейчас на тестовых заездах я смотрел только вперед, был сфокусирован на рулежке, на педалях, поэтому сам, несмотря на то, что уже резину прогрел и более-менее, ну, я должен знать, как она тормозит, где предел, где рулежка, понятия не имею, о каких цифрах мы говорим. Навскидку разгон до 100, ну, дух, конечно, не захватывает. То есть это будет что-то порядка там 7, 6, может быть 8, может быть даже больше секунд. Зависит от того, как зацепишься с места. Про максималку вообще молчу. Просто без какого-либо понятия. Так что, господа, давайте, вздрогнули, сжались и поехали. Так, ну что, господа, традиционно страшно. Традиционно страшно, но попробуем. У нас есть некое подобие лонч-контроля. Мы можем гидропалку на себя вытянуть, газ зажать полностью, мотор дает напругу, визор опускаем и погнали. Есть! Бэха медленнее оказалось. Видимо, концевичок закусывал у тормозов, поэтому он отказался ехать в какой-то момент. Попробуй без ручника, просто газ. Да. Итак, 127. 0,107,4. У нас так и было. 7,3 лучше было. И максималка 127. Надо раньше тронуться, сейчас. Он еще там есть запас. Быть, сейчас. на третий гудок. Да. И вернемся подальше, встанем на старте. Видишь, как прыгает? Второе тоже так. Так, сейчас мы берем больше прямик, но стартуем в гору из-за подъема, чтобы дать больше расстояния. В крайнем случае мы можем уехать еще за поворот и оттуда подразогнаться и превысить какие-то интересные значения. Может, из-за рулевой рейки колеса так. Может быть. Короче, гудите 3 раза и стартуем.
На 127 он как упирается, дальше 130 только продавил. То есть он 127, потом как будто газ сбрасывает, потом такое второе дыхание, но оно плавно. Короче, можно попробовать третий раз из-за поворота вылететь, потому что у меня сейчас на старте уже 70 было. Я готов. Прыгать неприятно. 132, и это порог, она упирается четко. Прям 132 стоит, иногда 132-1 снова, иногда снова 132. Да, блин, вот 133 было бы красиво. Ну, наверное, да, но 132. Вот, так что, в общем-то, в целом у нас все понятно. Разгон в гору, поэтому, наверное, 7,3. Мощно, да? 7,3, да. Но у нас сейчас очень хорошая резина, и я предлагаю сейчас просто со стартовой линии один раз 0-100 бахнуть, уже на всем прогретом. Аккумы 30+, это идеальная отдача. И резина теплая. Ты увидишь на приборке, как он раздувается. Буст. Весь буст пошел, вот, максимальный буст, долго держать нельзя. Видишь, перед первым схватывает. Так. Ну так же 7,5 все. Сегодня мы ездили по основной трассе. Спасибо еще раз автодрому Егора Драйв. Это прям реально пушка этой трассы нам сегодня хватило полностью, потому что мы уперлись в потолок. Это было 132 км в час. Поскольку местами со 132 падало даже 131, понятно, что это вот самый верх графика. Дальше сопротивление воздуху на этой мощности этому мотору не преодолеть. Вообще картинги обычно ездят по нормальной трассе. Здесь на Егора Драйв она есть. И, кстати, здесь она 200 км с перепадом высот и даже с мостом. У них есть как обычные картинги, у них есть двухместные картинги, на которых вы можете прокатить, допустим, свою вторую половинку или ребенка, если вдруг захотели. Ну, если она сама не хочет рулить, допустим, или ваш ребенок, то вы можете просто показать ему. Они такие сайд-бай-сайд, где рядом два кресла стоят. Есть инструктаж, есть все здесь есть на Егоре Драйв. Но нас сегодня интересовала только максималка, и нам для этого понадобилось, ну, больше квотера. То есть реально по факту мы что за поворот уезжали, я думаю, метров 500. То есть если вы хотите покататься не на таком картинге, а на человеческом, опять же, можете в Егору Драйв приходить. Ссылки все, естественно, будут в описании. По нашему же конфигу, что мы сегодня уточнили, что в целом, наверное, это то, что нам надо. Учитывая, что у нас это позже все залетит в мусорный бак, у которого, конечно, коэффициент лобового сопротивления будет гораздо больше, но мы продавили 132. Значит, даже если мы с погрешностью берем, то мировой рекорд в 101 км в час не выглядит таким страшным, по крайней мере. И плюсы в этой теме еще есть потенциал, куда расти дальше. Но об этом мы с вами поговорим, если вдруг какие-то выскочки из-за рубежа решат перебить и наш рекорд на мусорном баке. Им сильно не поздоровится в этом случае, потому что мы можем двинуться дальше и вперед. Самое главное, что мы установили, что это безопасно и стабильно. Вот главный итог нашего сегодняшнего эксперимента, что за руль я держусь только для, ну, какого-то самовнушения, по сути. Потому что руль можно на ходу, наверное, отпустить, но это, во-первых, запрещено регламентом и правилами. Во-вторых, ну, зачем его отпускать, можно из-за него держаться на всякий случай. Но она супер стабильная,
Вся эта конструкция, я имею в виду, держится четко на прямике, рулить здесь никакой задачи абсолютно нет. Для трогания с места мощность тоже достаточная, пробуксовки с места нет. Разгон лучший по драге был, а не по этой телеметрии, в итоге по логам 7.22 с места. Это очень хорошо и больше нам не надо. Ну а максималку, как мы уже установили, 132 км в час, что для нашей задачи опять же подходит. Мы можем всегда двигаться дальше и поставить более мощный мотор и также второй чемоданчик с такими же аккумуляторами, чтобы больше ампеража в моменте впихивать в этот больший мотор. Это возможно, но сейчас мы упираемся и в мотор, и в чемоданчик, и во все. Забавно, что емкости чемоданчика у нас осталось еще примерно половина, то есть мы могли экспериментировать и кататься, и в общем-то у нас все в порядке. Основная задача, которая у нас возникнет с помоечкой, что у нас база будет короче, а высота и коэффициент лобового сопротивления у всей конструкции возрастут. И вот там, возможно, будут проблемы со стабильностью. Если нас еще раз здесь потерпят, это будет очень здорово. Так, ну, чисто я размышляю на эту тему, вот уже с помоечкой. И у нас в помоечке, тем более, уже будет полный каркас, там будет пространственная рама внутри бака встроенная, которая будет меня в любом случае оберегать от всего. Система с ремнями и прочим там будет также. В общем, на данный момент мы получили действительно полноценный гиперкарт. Если гиперкарты в целом начинаются по некой такой, в какой-то фантомной классификации от 112 км в час, мы сегодня доказали, что у нас это еще и с запасом. То есть это, в принципе, вполне под все тех условия подходит. Я считаю, что супер. Александр, я тебя поздравляю отдельно, это твой проект, он заслуженный. Александр, Искрыту ты сам и варил, и резал, и электрика, и подбор компонентов, и заказ на Алиэкспрессе. Все, это, по сути, вот детище на огромное количество процентов, на 80, на 90, чисто Александра, за что ему, собственно, огромное спасибо. Ну, а отдельно всей креативной команде Screw, не знаю, кто из вас придумал, потому что это же все-таки здесь есть тайная посылочка, ребята, здесь есть смысл в том, что это card plate. Потому что плейт по-английски это плед. Поэтому именно плед был взят, чтобы обшить в итоге им сиденье и подголовник. Так что у нас действительно полноценный гиперкарт плейт. Можно на так видосы назвать, но мы еще на этом подумаем. Из того, что знаешь, что, Сань, вот точно шляпа, что вот колеса, я посмотрел, они бьют на 80, возможно, из-за того, что появились проставки. То есть от 40 до 50 они прям вот прыгают передние колеса. После 80 все колом стали. Но вот 40-50 все трясется. Возможно, что у тебя рычаг увеличился, и колесо стоит чуть так, и оно на скорости начинает вставать по-другому, и вот это вот. Но, впрочем, на максималке, я тебе говорю, даже когда я ехал 130, это некомфортно, но сотку мы просто вот, ну сотку, а можно одну руку держать на руле. Но, опять же, когда ты едешь на такой штуке сотку, нет такого желания, поэтому держишься двумя. В общем, все хорошо, я всех поздравляю, вас поздравляю с тем, что проект «Помоечка» наконец-то вышел, мы это снимаем заранее, так что следующий стейдж уже не придется ждать так долго, потому что от этого момента еще только 3 недели дойдет, пока вы это все увидите. Мы там вперед наснимали. Спасибо вам всем огромное, что ждали, что так поддерживаете помоечку. У нас по лайкам, ребята, заходит лучше, чем видосы по 4 миллиона просмотров. Помойку смотрят мало, но зато все вы, кто ее смотрите, ребята, офигенские красавчики. Что я вам хочу сказать? Такой реакции от зрителей я уже очень давно не наблюдал на разных проектах. Спасибо вам за это огромное. Огромное вам все удачи, такой же, как нам сегодня. И пока. До встречи в следующем видео. С мировым рекордом уже точно будет, гарантия. Жахнем